Всем здравствуйте! Сегодня вам покажу, как вязать бегемотика. Вяжем головку самого бегемотика. Провязываем 9 воздушных петелек. И во вторую от крючка, во вторую петельку от крючка провязываем столбик без накида. До конца, до последней петельки провязываем столбики без накида. Их должно у нас получиться 7 столбиков. И теперь в самую последнюю петлю нам нужно провязать 3 столбика без накида в одну петельку. 2 и 3. Отмечаем эти петли маркером. Отмечаем самую первую из 3. Теперь дальше разворачиваемся, прячем сразу кончик и в следующую петельку провязываем также столбик без накида. Теперь следующую, получается, до конца нам нужно провязать 8 столбиков без накида. И теперь у нас начинается новый ряд. В самую первую петлю нам нужно провязать 2 столбика без накида. И первую петельку мы отметим маркером. Это начало нашего ряда. Теперь дальше нам нужно провязать 6 столбиков без накида до маркера. Сняли наш маркер. И теперь в каждую из этих 3 петель нам нужно провязать по 2 столбика без накида. Раз. Ставим в первую петельку наш маркер. В следующую петельку мы также провязываем 2 столбика без накида. И в следующую петлю мы также провязываем 2 столбика без накида. И теперь нам нужно провязать по 1 столбику без накида. Их должно получиться 6 таких столбиков, не довязывая 2 петли до маркера. И теперь в следующую петельку провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Ставим на первую петельку маркер. И в следующую петлю нам нужно также провязать 2 столбика без накида. Следующий ряд, 3, провязываем 1 столбик без накида
Возвращаем наш маркер и дальше провязываем прибавочку. Раз, два столбика в одну петельку. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Здесь мы провязываем сначала столбик без накида и возвращаем маркер. Следующая петля провязываем 2 столбика без накида. Чередуем столбик без накида, следующий 2 столбика без накида, и третья получается петля столбик 1 и в следующую петлю 2. Дальше считаем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. И здесь мы делаем то же самое. Сначала провяжем 1 столбик без накида, вернем наш маркер, в следующую петельку 2 столбика без накида, следующая петля 1 столбик и следующая петля 2 столбика. Тем самым мы закончили 3-й ряд. Следующий 4-й ряд провязываем 4 столбика без накида. После первого ставим маркер сразу, это первый был. Второй, 3, 4. И теперь делаем прибавку в одну петельку 2 столбика и дальше столбики без накида 2, 3 и 4. Таким образом мы наши маркера уже можем убрать. Вяжем 2 столбика в одну петлю и также провязываем 4 столбика без накида. Вяжем таким образом по кругу. Прибавочка и 4 столбика без накида. Следующий 5-й и 6-й ряд мы провязываем просто по кругу, уже без прибавок, в каждую петельку по одному столбику без накида. 5-й и 6-й ряд.
Теперь дальше 7 ряд. Вяжем 4 столбика без накида. Нашу первую петельку обязательно отмечаем маркером. 2, 3, 4. И теперь следующие 2 мы делаем убавку. Убавку я делаю за просто переднюю дужечку петли и провязываю вместе. Опять 4 столбика без накида и идет убавка. Таким образом вяжем по кругу. Следующий ряд 8. Провязываем 3 столбика без накида и убавка. Таким образом вяжем по кругу. 2, 3 и делаем убавку за переднюю дужку петли. Таким образом дальше точно так же по кругу. 3 столбика без накида и убавление. Девятый ряд. Каждую петельку провязываем по одному столбику без накида, уже без убавлений, просто в каждую петлю по одному столбику без накида. Десятый ряд. 3 столбика без накида и прибавка. Первую петельку ставим маркер, это была одна петля, вторая петля и третья петля, и делаем прибавку. В одну петлю провязываем 2 столбика без накида. Таким образом мы вяжем с вами по кругу. 3 столбика без накида и прибавка. Следующий 11 ряд. Провязываем 4 столбика без накида и прибавка. Первую петлю маркер. 1, 2, 3, 4. И в следующую петлю мы провязываем 2 столбика без накида. Вяжем так по кругу. Следующий 12 ряд. Провязываем 5 столбиков без накида и прибавка. Тринадцатый ряд. 6 столбиков без накида и прибавка. Вяжем так по кругу. С 14 по 19 ряд мы с вами провязываем просто столбики без накида по кругу, без прибавлений, каждую петлю по одному столбику без накида.
20 ряд. Провязываем 6 столбиков без накида. И вот здесь уже начинаем делать убавление. Провяжем 6 столбиков без накида и убавка. Таким образом вяжем по кругу. Двадцать первый ряд. Провязываем 5 столбиков без накидов и одно убавление. 5 столбиков без накида и 1 убавка. Вяжем по кругу. Двадцать второй ряд. 4 столбика без накида и 1 убавка. Двадцать третий ряд. 3 столбика без накида и 1 убавка. Двадцать четвертый ряд. Делаю 2 столбика без накида и 1 убавку. Но я уже наполовину, даже не наполовину, уже практически все забила. И там, где у нас носик, туда мы сейчас вставим с вами глазки. Вот так нужно будет зацепить с задней стороны, а потом уже можно будет сильнее запихать холофайбер.
25 ряд, и мы провязываем 1 столбик без накида и 1 убавка по кругу. Двадцать шестой ряд, и здесь у нас идут одни убавки. Убавляем, убавляем, убавляем. И все, и можно будет заканчивать уже нашу головку. Следующее я вяжу ушки. Ушки буду вязать самым простым способом. Делаем одну петельку и теперь набираем 1, 2, 3. Вот такие 3 петельки набрали, и во вторую от крючка, не провязывая, вот также 3 петельки вытаскиваем, снимаем, и теперь с первой опять одеваем и провязываем петельку, одеваем и провязываем, и опять все 3 снимаем. Опять с первой провязали, потом вторую провязали. Таким образом нужно провязать около 10 рядочков. И все, как бы можно будет закрывать в конце, и наше ушко такое будет вот готово. Это самый легкий, простой вариант. Теперь я буду вязать ручки. Делаем кольцо амигуруми, чуть-чуть подтягиваем и делаем одну воздушную петельку. Так, и теперь в само колечко нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Затянем наше колечко и подготовим также маркер. Теперь в самую первую петельку, обычное вязание по кругу, в самую первую петельку провязываем 2 столбика без накида. И в первую петлю поставим маркер начала ряда. И теперь в каждую петельку провязываем по 2 столбика без накида. У нас должно получиться 12 столбиков без накида. Дальше 3, 4 и 5 ряд мы провязываем просто столбики без накида в каждую петельку по одному.
Шестой ряд мы провязываем 2 столбика без накида и идет убавление. 2 столбика без накида, убавление. Таким образом вяжем по кругу. С 7 по 16 ряд мы провязываем просто столбики без накида по кругу. Не забывайте в это время сразу забивать холофайбером или чем вы там будете забивать, потому что потом уже идет вот это вот сужение наверх и будет немножко уже трудновато это делать. Поэтому по мере роста вашего вязания можно уже заполнять нашу лапку. Таким образом нужно провязать еще одну лапку. Теперь что я делаю в конце? Я просто складываю вверх пополам и провязываю столбики без накида, переднюю и заднюю стеночку, и у меня получается примерно 4 петли. Таким образом просто нам будет легче пришивать эти лапки, головки, а дальше и к телу возможно, если будем вязать дальше бегемотика. И осталось нам с вами связать ножки и само тело. Начинаем с ножек. Делаем кольцо амигуруми. Делаем одну воздушную петельку, и теперь в само колечко нам нужно провязать 6 столбиков без накида. И нужно затянуть нашу ниточку. Теперь самую первую петельку нам нужно провязать 2 столбика без накида. И в первую петельку не забудем поставить маркер. И дальше идет тоже вязание по кругу. В каждую петлю нам нужно провязать по 2 столбика без накида. Пока я вам показываю, хочу вам сказать, что мы просто переехали, поэтому меня долго не было. И сменилась обстановка, сменился мой стол. И пока мои ножички для телефона не доехали, надеюсь, что вам будет все понятно. Просто записывайте сразу себе на листочек, и потом уже будете вязать остальное, все уже будет легко. Это у нас заканчивается второй ряд. Третий и шестой нам нужно будет провязать просто столбики без накида, и ниточку нужно будет оторвать. И потом точно так же нужно связать нам вторую. Теперь на нашей одной ножке мы ниточку не обрезаем, а ее оставляем. Будем соединять нашу вторую ножку. Седьмой ряд, это у нас 12 столбиков без накида по первой ножке. В первую петельку обязательно ставим маркер и провязываем седьмой ряд. Также 12 столбиков без накида.
И в конце, когда вы провязали последнюю петельку, нужно провязать 3 воздушные петли вверх. Подсоединяем нашу вторую ножку, находим у нее первую петельку. И также по второй ножке нам нужно провязать 12 столбиков без накида и сделать 3 воздушные петельки подъема. Теперь снимаем наш маркер, подсоединяем туда наше вязание. И теперь будем вязать уже по кругу и провязывать эти наши уже тоже петельки. Вяжем 4 столбика без накида и делаем в пятую одну прибавку. По кругу 4 столбика без накида и прибавочка. Следующий 9 ряд. Нужно провязать 5 столбиков без накида и прибавка. Таким образом вяжем по кругу 5 столбиков без накида и прибавка. Десятый ряд. 6 столбиков без накида и прибавка. Вязание идет по кругу. 6 столбиков без накида и прибавка. С 11 по 15 ряд нам нужно провязать без прибавок. Сейчас 16 ряд. 6 столбиков без накида и мы сделаем с вами убавление. 6 столбиков без накида и убавка. Убавление я делаю за передние стеночки петель. 2 и провязываем их вместе. Таким образом вяжем по кругу. Семнадцатый, 18 ряд мы вяжем с вами без убавлений.
19 ряд, провязываем 5 столбиков без накида и убавка. Двадцатый, 21 ряд мы провязываем просто без убавлений. 22 ряд провязываем 4 столбика без накида и убавка. 23, 24 ряд будем провязывать просто без убавлений. Так как мои все инструменты еще не приехали и не могу вам полностью показать, как будет выглядеть сам бегемотик, но его можно оставить и в таком виде, либо пузик его можно также заполнить холофайбером, и пришиваем ручки к телу, пришиваем головку к телу, и наш бегемотик готов. Я извиняюсь, что видео у нас получается именно в таком плане. Надеюсь, вам было все понятно. Что непонятно, спрашивайте. Всем пока-пока.